Всем привет, я Анастасия, и вы на канале Annabelle Cooking. Сегодня мы с вами приготовим вкусный и быстрый ужин. Мы приготовим курочку, запеченную в духовке, на подушке из риса с морковкой. Но прежде чем приступить к приготовлению, советую подписаться на мой канал, поставить колокольчик и лайк, чтобы не потерять это видео. У меня на канале каждую неделю выходит свежее видео с интересными рецептами. Начинаем с курицы. Я взяла голени, можно также взять бедра, любые части, которые вам нравятся. Засаливаем курочку и добавляем специи по вкусу. Я еще добавила перец и немножечко сушеного чеснока. Добавляем все по вкусу и по желанию. Также можно добавить паприку, либо просто сбор сухих приправ для курицы, как вам больше нравится. Обязательно добавляем где-то 2-3 столовые ложки масла, в моем случае подсолнечное, оливковое брать не советую, потому что оно может заглушить специи. И хорошенько вот так вот мы нашу курочку втираем в нее специи с маслом, чтобы все было равномерно. После чего мы не убираем в холодильник, мы просто оставляем на столе, пока будем заниматься рисом и луком с морковкой. Как раз у нас курица будет вбирать все это время в себя запах и вкус специй. Крышкой я никакой не накрываю, пленкой я тоже не закрываю, потому что весь рецепт у нас будет достаточно быстро приготовлен. Это, повторюсь, отличный вариант для быстрого ужина. Теперь мы берем луковицу, у меня вот такая луковица среднего размера, и начинаем нарезать. Нарезать можно полукольцами, кубиками, как вам больше нравится. Размер тоже вы берете под себя. Я не люблю мелко нарезанный лук, поэтому буду нарезать достаточно средне. Можно также взять чеснок, но я добавила чеснок уже в курицу в виде сухой смеси, поэтому я чеснок добавлять не буду. Вот так вот мы нарезали лучок, он у нас все равно пропарится, разойдется, поэтому форма и размер особо не играет роли. Самое главное, нам нужно перед всеми манипуляциями хорошо разогреть масло. У меня оливковое. Ставим на маленький огонь и обжариваем наш лучок до прозрачности. Тем временем натираем морковь. У меня ушло 2 морковки, вы можете добавить больше, как вам нравится. Я взяла 2 морковки среднего размера, натираю на крупной терке, ничего сложного. Вообще этот рецепт очень удобен тем, что каждый раз вы можете экспериментировать и добавлять новые ингредиенты. Также хорошо подойдет горошек, подойдет болгарский перец, кусочки томатов или томатная паста. Вы в целом можете подстроить этот рецепт под свои вкусовые предпочтения. Вот столько морковки у меня получилось, это более чем достаточно. Также вы можете натереть на мелкой терке, как вам больше нравится. Я предпочитаю на крупной, так смотрится более красиво. Теперь я добавляю морковь к луку и обжариваю еще минут 5-6 на среднем огне. Пока все жарится, займусь рисом. Рис нужно обязательно промывать. Промывать его следует раза 4, а то и 5, в зависимости от вашего риса, пока вода не станет прозрачной. Вот такой вот у меня получился рис после промывки. И после обжарки я добавляю влажный рис к нашей морковке с луком и обжариваю в течение 5-8 минут на также среднем огне. Огонь мы не меняем. Перемешиваем, чтобы у нас все было равномерно, крышкой не накрываем, просто обжариваем. Если морковка с луком вобрали в себя большую часть масла, то советую чуть-чуть подлить. Теперь мы берем наш горячий рис с зажаркой и распределяем по форме, в которой мы будем выпекать. Вот так вот я равняю ложечкой, чтобы везде была одинаковая толщина. После чего как раз выкладываю нашу курочку. Вы можете взять бедра, грудку, кусочки, что вам больше нравится. Выложили курочку и теперь заливаем водой. Вода должна покрывать рис на 1 сантиметр выше. Теперь разогреваем нашу духовку до 180 градусов, накрываем форму фольгой и отправляем в духовку на 40 минут. Никаких дырочек в фольге мы не делаем, отправляем прямо так. По истечению времени мы видим, что наша курочка уже готова, рис тоже готов. И в принципе уже можно кушать, но я отправлю без фольги в духовку еще на 15 минут, чтобы образовалась небольшая румяность. Это очень красиво и очень вкусно. 15 минут более чем достаточно.
Вот такая вот курочка у нас появилась. Рис вобрал в себя все соки от курицы. Это очень вкусно, ароматно, а самое главное просто. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите в комментариях, что приготовить в следующем видео, а также подписывайтесь на канал, тут много всего интересного. Всем пока! Увидимся совсем скоро в следующем видео.